Привет! Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам об одном из самых противоречивых писателей 20 века, а именно о Михаиле Афанасьевиче Булгаковом. Этот писатель написал известный роман, который называется «Мастер и Маргарита». Но давайте все-таки посмотрим на его жизнь. Чего стоил ему его талант? Насколько было легко жить такому человеку, как Булгаков, в то время и в том месте. Прежде чем мы начнем сегодняшнее видео, маленькое объявление. Начиная с этой недели я открываю еженедельный разговорный клуб. Если вы хотите поучаствовать в нем, то вся информация будет в описании под видео. Ну что, вы готовы? Поехали! Михаил Булгаков родился в Киеве в 1891 году в семье профессора Духовной академии Афанасия Булгакова и его жены Варвары Михайловны, которая была преподавательницей в женской гимназии. В семье Булгаковых было 7 детей, и его род происходил от церковных дворян, что очень интересно, потому что в творчестве Булгакова присутствие религиозной темы очень явно выражено. Однако то, как он относится к религии, до сих пор непонятно. Мы не знаем многого о детстве Михаила Афанасьевича, и это немного необычно, потому что в то время очень многие писатели любили писать об их детстве. Однако, может быть, это было связано с тем, что детство было хорошее, и не было каких-то тяжелых моментов, которые хотелось бы потом рассказать. Но в семью пришла беда, когда 15-летний Булгаков потерял его отца. И тогда у него начались конфликты с его матерью. А мать его не понимала, потому что считала, что он отходит от традиционных ценностей и все больше начинает увлекаться какими-то странными современными веяниями. Не ходит в церковь, читает Дарвина. Что это за такое? В 1909 году Булгаков окончил гимназию и поступил в Киевский университет на медицинское отделение. Что интересно, это уже не первый писатель, который связывает его жизнь с медициной и с литературой, например, как Чехов. Если вы еще не смотрели видео о Чехове, то, пожалуйста, посмотрите его вот здесь. Почему же Булгаков выбрал профессию врача? Я думаю, это было связано с тем, что два его дяди, один из которых работал в Варшаве, а другой в Москве, также были докторами. И профессия в то время обещала хорошие деньги. В то время как он был студентом, он уже женился на Татьяне Лаппа в 1913 году. И это была его первая, но не последняя жена. И когда в 1916 году он получил диплом лекаря, сначала его отправляют на фронт, а потом отправляют его в Смоленскую губернию работать земским врачом, то есть работать врачом в деревне. Говоря о Татьяне Лаппа, это была жена, которая разделила с ним самое тяжелое время в его жизни. В это время они вместе прошли через Первую мировую войну, Гражданскую войну, революцию. Все это было не так-то просто. Когда Булгаков начал работать земским врачом в Смоленской губернии, для него это было очень большое испытание, потому что он вырос в Киеве, в большом городе, где много людей и много образованных людей, а приехав в то маленькое село, это было очень трудно найти общий язык с местными крестьянами. И его также очень сильно душило одиночество и непонимание. Также в то время у него начинается зависимость от морфия. Дело в том, что однажды он сделал себе прививку против дифтерии, и у него образовалась аллергическая реакция, которую он хотел задавить морфием, но со временем он к нему пристрастился. А если бы не его жена, возможно, он бы так и стал наркоманом, а может быть и умер, потому что его жена, Татьяна Лаппа, с каждым разом она уменьшала дозу морфия, которую он просил для него, и она просто мешала его с водой, пока она не стала давать ему просто дистиллированную воду. Этот опыт земским врачом отразился в цикле его рассказов «Записки юного врача». Эти рассказы очень светлые, добрые, о силе человеческого духа, о том, как человек боролся с зависимостью от морфия в рассказе
морфий. Когда в 1917 году случились революции, сначала февральская, а потом октябрьская, он не встречал это с восторгом. Ему не было понятно это, и он был против революции. Хотя не был так сильно против, как другие, то есть он не выступал против советской власти как таковой. То есть он не был контрреволюционером, но ему это тоже не нравилось. Однако это спасло его от работы земским врачом, и он смог вернуться назад в Киев. Он был очень рад вернуться в Киев, потому что там была его семья, его друзья, и вся жизнь, которая была раньше, была там. Он продолжал работать врачом, однако то время в Киеве было очень трудное, потому что власть постоянно менялась. Именно тогда началась гражданская война. Сначала была украинская власть, такая умеренная, потом пришли украинские националисты, после националистов пришли красные, а потом назад вернулись белые. И все это сменяемость этой власти отразилась в его будущем романе, который называется «Белая гвардия». И еще он понял, что быть врачом очень опасно, потому что во время войны тебя всегда хотят мобилизовать. И поэтому он все больше и больше отходил от этой профессии. И в последний раз, когда он был мобилизован белыми, он начал с ними отступать вместе на юг. И когда они были уже во Владикавказе, он должен был отправиться с белыми в эмиграцию, в Истамбул. Но, к сожалению, он заболел тифом. И его жена приняла решение не ехать туда, потому что врачи сказали, что если бы он поехал, он бы умер. И она решила спасти его. Но очень долгое время за это он ее корил и считал, что из-за нее он лишился такой возможности. Когда Булгаков выздоровел, он уже оказался в новом мире, в мире, где теперь существует советская власть. Ему не нравилась эта новая советская власть, но он решил попытаться жить в этом мире. Однако он твердо решил, что больше он не хочет работать врачом, поэтому решил себя попробовать в роли драматурга и писал пьесы во Владикавказском театре. Его пьесы были довольно-таки популярны, но все же до сих пор ему не нравилось жить при власти красных, и поэтому однажды, оказавшись в Батуми, в Грузии, у него была возможность уехать навсегда из России. И он думал и решил остаться. В 1921 году он приезжает в Москву. Это было непростое время, когда он жил в очень тяжелых условиях, его часто пытались выгнать из квартиры. Он с его женой Татьяной Лаппа жили вместе в доме номер 10 на улице Большая Садовая. Тот дом станет прообразом нехорошей квартиры в романе «Мастер и Маргарита». И дело в том, что у него не было документов, у него не было прописки, чтобы жить в то время в этом доме, и его все время хотели выселить оттуда. И его спасла только одна женщина, Крупская. Это была жена Ленина. Она написала письмо, и он получил документы. Приехав в Москву, он начинает работать фельетонистом, то есть пишет маленькие сатирические очерки в газеты о, так сказать, осуждении пороков современного общества. Это было очень легко, но ему не нравилось это. Он делал это как бы из-под палки. Но ночью, возвращаясь домой, он писал тот самый роман, который принесет ему знаменитость. Однако все было не так просто. Он написал свой роман, который называется «Белая гвардия», и когда он его опубликовал, к сожалению, он не получил такой известности, которую он ожидал. Он даже не был опубликован полностью, только частично. Ему было очень тяжело от этого, потому что этот роман был большой надеждой для него, надеждой для того, чтобы выйти из той нищеты, в которой он находился. В 1924 году он познакомился с Любовью Белозерской, его будущей второй женой. Вообще, у Булгакова было много романов, у него было много разных девушек, и у него было 3 жены. Алексей Толстой, также известный писатель, однажды во время беседы, во время ужина с Булгаковым, спросил его: «Булгаков, ты хочешь стать знаменитым писателем?» И он сказал: «Да, конечно». «Тогда ты должен жениться как минимум 3 раза».
И, конечно, Булгаков последовал этому совету. В то время он выпускал также другие рассказы и романы, но в 1926 году у него в квартире произошел обыск. Обыск от НКВД, то есть будущих КГБ. Они забрали его рукописи повести «Собачье сердце». И только через несколько лет они ее вернули. Но он после этого сжег ее в огне. Но, как мы знаем, рукописи не горят, как говорил он сам в своем романе «Мастер и Маргарита». Поэтому позже, конечно же, он опубликует «Собачье сердце» уже в новом варианте. И когда его допрашивали эти НКВДшники, они его спрашивали про его взгляды, и он говорил чисто, ясно, честно, что он не любит советскую власть, но он также не выступает против нее. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое. В то время ему повезло, потому что его роман «Белая гвардия» случайно прочитал режиссер МХАТа, главного театра Москвы. И он предложил Булгакову сделать из этого романа пьесу. И он то с радостью сделал. Пьесу назвали «Дни Турбиных». Пьеса была принята к постановке, но шансов все равно было мало. Ведь изображать белых в качестве добрых, приятных людей – это было немыслимо в то время, когда только-только пришла красная власть, и белые – это были плохие люди. Но невероятным образом она прошла цензуру, возможно, именно благодаря волшебной игре актеров, которые очаровали этих цензоров. Булгакову было уже 35 лет, когда эта пьеса произвела фурор и был полный аншлаг. Каждые 2 дня, на протяжении 2 лет, люди со всей страны съезжались, чтобы посмотреть эту пьесу «Дни Турбиных». И именно в то время он стал известен всей стране, как великий драматург, но не писатель. Еще пока нет. Несмотря на то, что публика очень позитивно восприняла, но критики за несколько лет он собрал 298 отрицательных отзывов и только 3 нейтральных. Однако его это сильно не беспокоило. Пока. В 26 году в театре имени Вахтангова ставится «Зойкина квартира», а в 28 году «Багровый остров». И именно в то время у него появляется замысел романа «Мастер и Маргарита». А в 1929 году он знакомится с его 3-й и уже последней женой Еленой Шиловской. Но не все так было гладко. К концу 20-х годов, когда он выпускает пьесу «Бег», эта пьеса была о том, как белые убегали от советской власти. Это, можно так сказать, была история о том, как он мог прожить его жизнь, его альтернативная жизнь. Но в то время цензоры сразу ее запретили. Все дело в том, что «Дни Турбиных» уже было невозможно запретить. Они приносили так много денег для театра, что никто просто не мог ничего с этим поделать. Но эту пьесу они решили закрыть сразу в начале. Также в то время запретили другие пьесы, «Дни Турбиных», «Зойкину квартиру», «Багровый остров». Все стало запрещено. Но почему? Это было особенно непонятно Булгакову, потому что один человек, которого он считал своим покровителем, был, конечно же, товарищ Сталин. Сталину, как говорят, очень нравились «Дни Турбиных», и некоторые утверждают, что он ходил целых 15 раз на этот спектакль. Но, конечно же, нет фактических подтверждений этому. Но как Сталину могла нравиться пьеса, в которой белых представляли хорошими людьми, но она брала его своей откровенностью, своей честностью и прямотой. И как человек, который происходил из восточного бэкграунда, он ценил это, потому что он не любил все, что было такое вот за спиной и тому подобное. Но в 29 году все рухнуло. И как написал Булгаков, что его ожидает гибель, улица, нищета. Тогда он снова пишет другую пьесу, которая называется «Кабала Святош», посвященная Мольеру и его отношению с королем. Но цензоры, конечно, были не глупые, и они сразу увидели в этой пьесе сравнение короля со Сталиным, а Булгакова с Мольером.
поэтому ее также запретили. И тут Булгаков понял, что все, это конец. У него просто не было других вариантов. Он хотел уехать из России, потому что просто не мог нормально работать. Тогда, отчаявшись, он решил писать письмо сразу Сталину. Он написал это письмо, в котором рассказал, как все его не любят, гоняют, его критикуют и не дают нормально работать. И поэтому он просто написал в письме: «Отпустите меня за границу или дайте работу». Сталин обратил на это внимание, и, возможно, еще также потому, что в этом же году, в 30-м, Маяковский, который, возможно, также в определенных обстоятельствах был доведен до того, что покончил с собой. И Сталин не хотел видеть смерть еще одного великого писателя. Поэтому он позвонил ему. Когда Сталин позвонил Булгакову, Булгаков был сонный, это был дневной сон, он проснулся, и ему говорят: «Вы будете говорить с товарищем Сталиным». Он подумал, это просто розыгрыш, но когда он понял, что это настоящий Сталин, он не смог хорошо вести беседу и, так сказать, договориться на тех условиях, которые он хотел, потому что он был не в состоянии в тот момент. Поэтому Сталину удалось получить то, что он хотел. И Сталин сказал такую фразу, что «мы вам очень надоели, товарищ Булгаков». То есть он говорил «мы» и говорил, что вот эти люди, которые его критикуют, он ставил себя наравне с ними, что это не они против него, а Сталин добрый. Но Сталин говорил, что я с ними, и мы вам надоели, да? И после этого Булгаков себя очень сильно корил, что он не сказал Сталину в тот момент, что да, отпустите меня за границу. И Сталин смог повернуть разговор в то русло, которое ему было нужно. И каким-то просто волшебным образом он заворожил Булгакова, и тот сказал ему: «Да, вы знаете, я думал, что русский писатель не может жить вне России». И после этого он остался в России, однако он смог получить работу назад в театре, но уже не режиссером, а помощником режиссера. Однако эта работа не давалась ему так просто, потому что он любил делать то, как он видит это. И, будучи помощником, он не мог принимать, так сказать, главные решения по многим вопросам, и у него было много конфликтов со Станиславским, с другими режиссерами в то время. О чем мечтал тогда Булгаков? Он мечтал о том, чтобы пережить тот успех 20-х годов еще раз, хотя бы еще раз. Он очень любил славу, и он не хотел получить ее после смерти, хотя так и случилось. И в то время он писал очень много разных пьес, но ни один театр не брал его. Не брал его пьесы, даже не из-за цензуры, просто они боялись с ним иметь дело, как будто бы он был проклятый. Но он был упрям, и к 1936 году должно было выступить 3 пьесы: Александр Пушкин, Иван Васильевич и Мольер, также известная как «Кабала-Святош». Но Мольер пошел первый, и несмотря на то, что отзывы в целом были неплохие, но одна статья в газете «Правда», отрицательная статья, просто убила эту пьесу наповал, и после этого ее отменили, а также Александр Пушкин и Иван Васильевич никогда не были поставлены. Успех не состоялся, и это был сильный удар, очень сильный удар для Булгакова. Но с точки зрения судьбы, возможно, именно благодаря этому мы получили тот легендарный роман «Мастер и Маргарита». Потому что если бы эти постановки, эти пьесы достигли успеха, он бы стал успешным драматургом, конечно, но он бы не сел и не закончил свой роман «Мастер и Маргарита», и, возможно, мы никогда бы его не увидели. Это было хорошее время, чтобы писать, потому что у него все еще была работа, у него были деньги, поэтому можно было просто сидеть и писать. Отличное время. И он писал и написал роман. Однако, конечно же, никто тогда его не опубликовал. Роман был опубликован только в 1966 году, уже через 26 лет после его смерти. Говоря о самом романе, если вы, конечно, не читали, то можно сказать, что это был очень противоречивый роман. Кого-то он
увел от церкви, кого-то он привел в церковь. Он написал книгу о том, где большое зло наказывает маленькое зло. И эта книга стоит наравне с Фаустом Гёте, потому что взаимоотношения главных героев с дьяволом очень похожи, но в то же время очень сильно отличаются. И секрет успеха этого романа, возможно, стоит в том, что за этой невероятной историей, за этой магической, волшебной историей, за этим стилем, которым он писал, стоит настоящий человек, который боролся со всеми этими демонами. И мы видим это, и это нас, конечно, очень сильно поражает. «Мастер и Маргарита» считается его последним романом, хотя это было не так. В то время он также начинает работать над либретто для театра и пишет пьесу «Батуми», или «Батум», как тогда назывался город в Грузии, о детстве Сталина. И некоторые утверждают, что вот был хороший Булгаков, был такой революционный Булгаков против советской власти, а потом бац, взял и прогнулся. Однако все было не так просто. Он ощущал, что, возможно, ему не так много осталось, и ему так сильно хотелось, чтобы его услышали, его читали. И также ему хотелось поговорить со Сталиным. После их предыдущего звонка они пообещали встретиться, но так никогда и не встретились. И он думал, что это будет хорошая возможность, чтобы достичь этого. И почему он выбрал именно пьесу о молодости Сталина? Потому что ему не нравился Сталин с точки зрения его такого диктаторства, да, его, как сказать, его тирания, да, ему это не нравилось. И поэтому он не хотел это поощрять. Но в то же время он не хотел льстить ему, да, вот, и говорить какие-то хорошие вещи, и не хотел быть также убит, да, или репрессирован. Поэтому он выбрал такой более нейтральный момент, его молодость. И театрам понравилось. Они подумали, это хорошая идея. В то время, когда все были репрессированы, история о добром, хорошем, молодом Сталине просто идеальный вариант. Но когда уже готовилась постановка, пришел Сталин, прочитал и сказал, что ничего интересного в моем юношестве не было. А возможно, он сказал, все было не так. Мы точно не знаем. Но после этого, как бы, он отказ получил, да, и это было все. Через пару лет он заболел и вскоре скончался. У него была болезнь почек. Вообще, если говорить об этом человеке как о Булгаковом, какой он был человек? Был ли он хороший человек? Плохой? Трудно сказать. Известно, что он очень сильно обижал его первую жену, именно ту, которую так много о нем заботилась, которая помогла ему избавиться от зависимости. Да, он часто ее обижал за то, что она не была такой женщиной высокого, так сказать, пошива, можно выразиться так. И он часто конфликтовал с другими людьми, он изменял его женам. Но, конечно, он был гением, тут ничего нельзя сказать. Он был гением, но он заплатил за это счастьем. Потому что, в конце концов, после его смерти, вдова Чехова сказала, что мы похоронили Булгакова, и мне очень жалко думать о его несчастной жизни. Я думаю, это очень хорошо описывает его жизнь, потому что за тот талант, за тот гений, который он получил, он заплатил своим счастьем. Это все на сегодня, друзья. Спасибо большое, что слушали. И если вам понравилась эта история, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на этот канал, если вы еще не подписались. А также, если вы хотите получить транскрипцию к этому эпизоду и ко всем другим эпизодам моего канала и подкаста, вы можете перейти сюда, на Patreon, и стать моим патроном. Там очень много всего интересного, не только транскрипции. Посмотрите. Желаю вам хорошего дня, друзья. Читайте книги, учите русский и до скорого. Пока-пока.